Опять первая кровь пролилась. Ну что, в прошлой серии я забыл перчатки надеть. В итоге диваном раздавил себе палец. Поставлю вам фотографию. В пальце была железная стружка, я ее вытащил через неделю. Затем одевайте обязательно перчатки. Это очень важно. Защита для глаз. И в этой серии я покажу вам, как сниму плитку старую и старый пол. Так что за дело. Ну что, это вторая серия. Я продолжаю демонтаж перед тем, как начать ремонт в доме. В прошлой серии здесь была кухня стояла, я ее разобрал, спалил в печке. Сегодня хочу разобрать эту наполовину перегородку, чтобы совместить два помещения, чтобы была, так сказать, кухня и место, где можно было сидеть кушать. И в будущем здесь будет стол-остров, поэтому давайте отрежем половину этой перегородки циркуляркой и уже будем дальше действовать. Let's go. Но сначала я предлагаю разобрать дверь и дверную коробку, поэтому let's go. И, кстати, все двери, которые здесь есть в доме, я хочу использовать повторно, как смогу, отреставрирую. Посмотрим, как это получится у меня в будущем. И, кстати, да, я в перчатках. Краска разлетается в разные стороны. Так, я снял дверь, но раму пока не смог снять. Сейчас с другой стороны срежу половину этой перегородки и смогу уже монтировкой снять раму двери. Кстати, посмотрите, из какого материала сделаны внутренние стены этого дома. Из ДСП. То есть, не знаю, как в других странах, но в Эстонии, видимо, 50-60 лет назад делали внутренние стены из ДСП. Сейчас быстренько сделаю отверстие, чтобы с другой стороны было видно, где пилить. Ну, наверное, вот так. А с другой стороны сейчас просто уровнем отмечу линию. Ну, как-то так. Так, я забыл взять лазер у отца, поэтому буду по старинке уровнем. Я сделал уровнем отметку, и посмотрите, здесь у нас 53, а в углу 54. Не знаю, что за рукожопы тут делали.
Ну, будем исправлять. Защита глаз и рук, прежде всего. Поэтому одеваем велосипедные очки из работы. Но перед тем, как циркуляркой отпилить эту перегородку, хочу посмотреть, что здесь за этой фанерой. Поэтому сейчас разберу быстренько. Доски. По итогу за фанерой была вот такая вот стенка из бруса прикольного. Наверняка я куда-то пущу его в другое дело. Вторую жизнь дам. Ну что, я разобрал половину перегородки, еще снял диспетину, чтобы посмотреть, что здесь происходит. И обнаружил здесь столб, который держит верхнюю перекладину. И если, в принципе, если я отсюда ее уберу, то ничего страшного не произойдет, потому что здесь также есть другой столб на другой стороне. А здесь я сделаю просто перемычки, укосины, и здесь удлиню тоже столбом. И, в принципе, дом и второй этаж не должен рухнуть. Но это в теории. А в будущем мы увидим. И, в принципе, если я ее уберу, вот это вот, то не слишком большая нагрузка станет на ту верхнюю балку, потому что еще в углу тоже закреплена. Так что будем дальше делать и смотреть. Да, хорошо, что я не стал эту стенку пилить циркуляркой, и перед тем, как это делать, я решил проверить с той стороны, из чего стоит стенка. Там она была из фанеры и деревяшек. С этой стороны я вижу гипрок, поэтому сейчас тоже его отсоединим. В принципе, я демонтирую всю эту перегородку и потом уже сделаю ее обратно. Поэтому заработаем. Кстати, посмотрите, где я сделал дырку с той стороны, как раз между деревяшками. В принципе, если я пилил бы, то это было как нож по маслу.
Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, как обычно, хотел пол перегородки сломать. Сломал всю стену. Вы только посмотрите, на какой огромный гвоздь. Вот эта дверная коробка приделана к столбу. 20 сантиметров. Офигеть. Так, ладненько, здесь быстренько сейчас приберусь и дальше разбирать вот это вот, а потом плитку. Ну что, вот эта плитка позади меня, которая висит уже, наверное, 20 лет. Ее клал мой отец 100 лет назад. Ну ладно, 20 лет назад. Поэтому пришло время, чтобы я ее сломал. Также я уже порвал первые перчатки. Сейчас возьму новые. Но самый прикол, я купил новые. И смотрите, пачки просто одна пара. И все на одну руку, на левую. Ну, как раз левая у меня всегда рвется. Про запас. Let's go. Ну, как-то так. 3 секунды, и все, сломал уже. Сейчас быстренько приберусь и дальше. Так, еще осталось
пол, убрать здесь линолеум старый. Поэтому сейчас ножичком быстренько подрежу, чтобы кусочки были, сверну их и все. Если ты досмотрел до этого момента, то я тебя искренне благодарю, потому что это действительно поможет в продвижении этого канала, этого видео. Если тебе понравился такой формат, это видео, то подпишись, также поставь лайк, напиши комментарий, что тебе понравилось, что не понравилось. Так, смотрите, демонтаж продолжается в кухонной комнате. Хочу сейчас вот эту дверь переставить сюда, чтобы в будущем я смог здесь спокойно поставить угловую кухню, чтобы она была побольше, а дверь мешает, поэтому за работу. Так, я здесь отрезал кусочек ДСП, чтобы посмотреть, что там внутри. В итоге здесь оказывается целый огромный брус. Ну, посмотрим, смогу я здесь сейчас убрать это или нет и переставить дверь. Конечно, то, что здесь обнаружится брус, это, конечно, геморрой. Но посмотрим. Сейчас еще сверху отрежу, сломаю полностью это. А еще боюсь то, что задену кабель. Ну, посмотрим. Так, благо на этой стороне здесь гипрок, тогда не придется циркуляркой резать, я просто ножичком пройдусь и отковыряю. И хотя бы не надо пылить, как в той комнате, а то там все в пыли, и у меня голова, все волосы в пыли, одежда, ну, страшно. Let's go.
Кстати, сегодня сразу же отвезу это все на свалку. Посмотрим, сколько это будет стоить. Линолеум, гипрок и еще всякий мусор. Кстати, в Эстонии не очень-то и дешево сдавать все это в мусор. Но лучше, чем отвозить это в лес, как некоторые люди это делают. Осуждаю такое. Потом прикреплю вам, на сколько килограмм я сдал и сколько я заплатил за это. Так, у меня тут бесплатный работник. Давай, выгружай. Перчатки мы выделили, босс. Да, перчатки мы забыли в другой машине. Так, выкидываем линолеум, гипрок. И через 5 минут узнаем, сколько это будет стоить. Как думаешь, сколько будет стоить? 20 евро, не больше. Я думаю, будет, да, 20, 15, может 25 максимум. Так что узнаем. Так, смотрите, вчера я все отвез на утилизацию. Вышло 160 килограмм мусора. Это 3 пакета старого гипсокартона, линолеум и немножко плитки, то, что было на стенке. И получается, это вышло 28,90 по итогу. Идет это в копилочку. С этого серии я начну записывать затраты. В первой серии я ничего не потратил. А в этой будет уже 28,90. Плюс в предыдущие дни, когда я сделал подготовку, я сделал освещение временное. И это тоже вышло примерно 250 евро, потому что кабель не дешевый, лампочки тоже не дешевые. Тоже все это запишу в копилочку. А сейчас продолжим делать демонтаж. Здесь надо будет проем сделать, чтобы поменять местами дверь. Поэтому приступим. Взял у отца вот такую бандуру. Не знаю, как она официально называется. Ну, это пила, конечно же. Но попробую снизу пропилить этот брус и как-то демонтировать его. Поэтому let's go. Так, ну что, у меня идея такая, что я хочу вот этой пилой пропилить с этой стороны и с другой стороны. И получается здесь также в углу, чтобы нижний брус как-то отсоединить от пола. Потому что наверху это будет, в принципе, несложно. Я их просто отрежу здесь поверху и смогу их демонтировать. Самое главное и сложное это будет от пола их отковырять. Поэтому приступим. Меньше слов, больше дел. Так что будем делать. Сейчас отрежу здесь и будем дальше действовать. Так, ну что, сейчас сделаю в этом брусу точнее, в паз, чтобы вставить потом вот этот брус. Не знаю, смогу я воплотить ту задумку, которую я хочу. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают, поэтому let's go. Опа. Упс. Блять. Хорошо, током не ударило. Хорошо, что проводка есть хорошая, хоть и старая, но меня током не ударило. Одно радует. Попытка номер 2. Так, ну что, я уже надрезал. Сейчас попробую сначала топором отсоединить эти части деревяшек, а затем уже, если не получится, то буду разными инструментами, поэтому let's go.
Ну что, вот за полчаса, даже за час, наверное, примерно, сделал такую выемку. Стамески у меня нет, поэтому пришлось старой отверткой выбивать деревяшки. Вот столько осталось мусора после этого. Я уже смочил. Сейчас нанесу пену туда и закручу вот этот маленький брусочек, деревяшку. Не знаю, поможет она по итогу или нет. Ну, увидим в будущем. Чтобы лучше деревяшка держалась, нанес пену, клей. Поэтому сейчас прикручу. И, кстати, я не строитель, самостройщик, как называется, золотые ручки, называйте как хотите. Поэтому, если я что-то делаю неправильно, бывает, не судите строго. Я хоть делаю все своими руками. Фу, бля. Фу. Ну что, дом меня не обвалился. Это хорошо. Проем сделан. Сейчас поставлю сюда раму от двери и зафиксирую ее, наверное. Я подтянуться не могу. Фух. Ну, как-то так. Ну что, вот и наконец-то разобрал эту раму двери и также сделал проем, чтобы сюда поставить ее. Тем самым этот проемчик зашьется, здесь будет больше места для кухни. Ладно, дальше за дело. Надо убрать эти бревна. Кстати, эти бревна я на дрова не буду пилить, оставлю их, они сухие, возможно, что-то в будущем сделаю из них, какой-нибудь мини-проектик. А сейчас просто в сарай их отнесу, чтобы не мешали в доме.
Ладно, прибираю здесь и уже поеду домой отдыхать. Завтра приеду, когда будет светло, доделаю эту стенку, поставлю здесь дверь и зашью гипсокартоном. Поэтому let's go, одеваем маску, а то пыли здесь капец. 50-летний